Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки. Благодарю вас. Огромная отдельная благодарность девочкам, которые пишут комментарии, делятся своим сокровенным. Спасибо вам. Ваши жизненные истории, они очень важны, полезны не только для меня, но и для многих подписчиц, девочек, смотрящих эти видео. Благодаря им, может быть, кто-то сможет избежать каких-то, не знаю, роковых ошибок, необдуманных поступков. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада, новая тема, звучит так. Кто в окружении моем как якорь, какую роль этот человек играет в моей жизни? Сегодня мы попытаемся узнать, что это за человек, который, возможно, тормозит вас, ваше развитие, возможно, как-то токсично влияет на вас, да, может быть, как балласт, правда, висит и не дает вам развиваться. Иногда якорь, это, конечно, можно протрактовать как стабильность, да, у всего есть обратная сторона. Вполне возможно, выйдет ситуация, нам покажет этого человека, его влияние на вас, это как человек стабильный, который может где-то удерживать вас даже от каких-то необдуманных поступков. Опять-таки, посмотрим. Ну, а может быть, сейчас я не знаю, как это может быть. Может, выйдет какая-то история такая, и человек, не сколько человек на вас влияет, а может быть, посмотрим, может быть, даже какие-то родовые программки у вас срабатывают. А может быть, уж страх перемен, может, какой-то опыт, какой-то неудачный, да, в личной жизни или в принципе, вот вас даже, может, останавливает. И в связке с этим человеком получается вот такое комбо, да, вот получается то, что получается. Посмотрим. Итак, для начала я, наверное, делаю вашу сигнификацию, девочки. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, смотрим расклад до конца. Если во время расклада приходит картинка, сигнификация, вернее, во время сигнификации приходит картинка, похожа на вашу там подружку, значит, советую подружке посмотреть это видео. Итак, какая девочка, ух ты, красотка моя. Первая карта часто приходит, и вторая тоже на сигнификацию. Первая — это муза, яркая, вдохновляющая, очень красивая. Тут такая энергетика, прям летящая, как райская птичка. Девочка, которая знает о своих сильных сторонах во внешности, умеет это подчеркнуть, как-то фокус внимания на себе удержать, энергетически наполненная. По белой вороне, сами понимаете, женщина, которая смотрит на этот мир не так, как остальные. Может, какой-то философский склад ума, может, психологией увлекаетесь. Опять-таки, пытаетесь до какой-то сути вещей докопаться. Но тут, в принципе, какая-то инаковость. Выделяетесь вы очень, ну, из массы, скажем так. Может, с вами пообщаешься, ты понимаешь, ого-го, интересно. С такими людьми я еще не общался. Какая вы? Интересно. Тут у кого-то прям такой подтекст, вы говорите, я хотела бы как-то выстроить свою жизнь, планировать вот какие-то достижения в своей жизни, реализоваться в этой жизни, сохраняя эту свою инаковость. Где-то у кого-то прям вот яркая индивидуальность. Ну, это во всем, ну, что хотите, это может касаться там в творчестве, да, вот яркая индивидуальность. Может быть, опять-таки, кто-то хотел бы свой бизнес какой-то построить, какой-то такой, которого нет ни у кого. Или как-то реализоваться в жизни. Вот такого вы еще не видели. Какой-то новый, ну, не знаю, там, придумать, ну, бренд, ну, не обязательно. В принципе, говорю, какая-то вот изюминка. Тут что-то есть такое, вот вы хотели бы вот как-то так, может, свою жизнь прожить, как вообще никто не проживал. Вот такой. И при этом, вот какой еще тут подтекст. Вы хотите, оставаясь самой собой, занимаясь, допустим, любимым каким-то делом, как минимум каким-то делом занимаясь и вкладывая туда свою душу, и опять-таки делая это вот что-то, это, допустим, продукт какой-то, каким-то таким не похожим, ни на какой иной, неповторимое что-то должно быть.
Вот вы хотели бы при этом еще зарабатывать деньги. Это вот из той серии, когда говорят, в идеале это когда любимое дело, хобби приносит тебе доход, стабильный доход. Вот тут вот вы чем-то таким бы хотели заниматься. Потому что, при том, что вы, конечно, белая ворона, но может быть, кто-то там и скажет, там, нет мира сего, но вы прекрасно понимаете, что, допустим, вам нужно питаться, вы не будете манной небесной питаться, да, и воздухом, и не солнцеед вы, да, просто выходите на свежий воздух, и там солнечные лучи, вы, ну, как бы этого мало, да, от этого, чтобы действительно в рационе должны быть какие-то белки, углеводы. Тут, к тому же, женщинам нет такой, что там оторвана вы от мира, вообще как бы какая-то там отбитая эзотеричка. Нет, тут женщина, которая прекрасно понимает там какие-то прописные истины, но при этом хотела бы сохранять свою яркую индивидуальность во всем. И тут вас характеризует женщина, которая очень нуждается где-то в нежности, поддержке, в каких-то таких чистых, искренних чувствах. Вы можете это дать другим людям. Вы это все переживаете, вы это все ощущаете. То есть вы считываете вот какие-то даже какие-то нюансы во взаимоотношениях людей. Какие-то, вот даже вот там человек с вами общается, вот даже тембр голоса у него поменялся, вы это все анализируете, считываете. То есть, ну, тут даже не сколько, ну, эмпат понятно. Тут, в принципе, как будто бы вы наделены какими-то такими качествами, способностями даже, да, понимать какие-то суть человеческих вот каких-то эмоций, вот какие-то оттенки этих эмоций. Вот я по-другому не могу как-то это как-то объяснить. Женщина, которая любит, для вас любить равно дышать. Открыто это сердечко. Какие бы у вас там в жизни ни происходили тут происшествия, там, предательства, обманы, как у многих из нас, да, многие закрывают это сердечко, черствеют и не хотят никого к себе подпускать, и уже как будто крест ставят и говорят, зачем мне не нужны вот эти вот и телячьи нежности, и влюбленности, и страсти. Не надо мне от вас ничего, оставьте меня в покое. А тут вот я вижу женщину, для которой очень важно, вы нуждаетесь прямо вот как цветок какой-то, вот в заботе, в нежности. И вот эта карта, она, тут изображена молодая пара, тут прям очень молодые, там лет 15, это 16, это когда вот эти вот чувства какие-то первые, знаете, такие какие-то незащищенные, когда, ну, во всех смыслах незащищенные, ладно, без пошлости. Тут, когда ты не думаешь подстелить соломки, тут, когда ты вот эта вот душа нараспашку, и ты не ждешь предательства, когда ты не озираешься назад, там, когда не сравниваешь еще. Когда для тебя все такое открытое, чистое, честное. Вот вы хотите вот так вот. Вот вообще вы хотите так проживать свою жизнь. Может быть, таких людей хотели бы больше иметь в своем окружении. Элементарно людей, которым вы могли бы доверять, с которыми бы смогли разговаривать на одном языке, да, без каких-то там оглядок, без каких-то там поправок, подтекстов, двойных вот этих смыслов. Что-то такое тут идет вообще, как будто какая-то у вас такая философия. Вы говорите, а почему бы и нет, почему я не могу создать этот мир, в этом какое-то окружение, общаться с людьми, вот действительно, с которыми я хочу общаться, с которыми я понимаю, о чем, ну, правда, вот чем они дышат, скажем так, вот как-то так. И плюс при этом еще хотели бы, может быть, в какой-то сфере такой, даже специфической, ну, не знаю, у кого-то может проиграться. Вот, опять-таки, хотели бы найти себя, реализоваться, при этом монетизировать, кто-то хотел бы свой талант, способности, вот эти навыки даже какие-то, у кого-то тут по белой вороне, и вот эта карта, это дар какой-то даже, да. Так, ну и карта любящее сердце. Все, женщина, любовь прям. Так. А теперь давайте посмотрим, кто же тормозит, кто как балласт у вас, да? А точнее, кто в окружении моем как якорь, какую роль играет в моей жизни.
И прежде чем я перейду к раскладу непосредственно, хотела попросить вас, подпишитесь, пожалуйста, мои принцессы. Для меня это очень-очень важно. Это приятно. Для вас это мелочь, а мне приятно. Я стараюсь для вас изо всех сил, честно. Поставьте лайк, не стесняйтесь. Благодаря вашим лайкам алгоритмы YouTube, они предлагают эти видео многим-многим девочкам. Может быть, им будет очень полезно, интересно это видео. Да? Как минимум поднимет настроение. Так, не жадничайте, да? Поставьте лайк, товарищи. Итак, смотрим. Кто этот человек? Может быть, группа лиц, да? Кто в окружении вашем, как якорь? И какую роль, потом следующая стопочка будет, да? Какую роль играет в вашей жизни? Кто в окружении вашем, как якорь? Кто этот человек? И какую роль он играет в вашей жизни? Так, кто в окружении вашем, как якорь? Какую роль человек играет в вашей жизни? Кто это за человек в вашем окружении, как якорь? Какую роль играет в вашей жизни? Так, что это за человек в вашем окружении, как якорь, да? Какую роль этот человек играет в вашей жизни? На прямых. Кто в окружении вашем, как якорь? И какую роль играет в вашей жизни? Так, не знаю, нужно или нет, но эротическую еще возьму. Кто в вашем окружении, как якорь? И какую роль этот человек играет в вашей жизни? Так, что это за человек? Якорь. Интересно. Ясно, что это якорь. Офигеть. Ага. Желание. Здрасте. Ну вот он и вышел, хотел сказать, голубчик. Нет, просто король воздуха. Так, ладно. Ой, что-то у меня сегодня игривое настроение. Так, ладно, девочки, смотрите. Вот, собственно, он. Товарищ наш, ваш, мой, ваш, наш. Король воздуха. На самом деле, этот мужчина, ну, скажем так, умный. Тут не отнять. Может быть карьеристом. В принципе, у него аналитический склад ума, все по полочкам. Этот мужчина скорее не будет идти на какие-то риски, не будет, опять-таки, поддаваться каким-то, прям, знаете, таким порывам, да. Он 1000 раз все обдумает, выстроит планы какие-то, да, все за, против, взвесит, потом уже будет принимать решения. Скорее всего, может быть, даже поступательно как-то будет он, может быть, внедрять что-то, да, то есть это не будет резкие какие-то там взбалмошные поступки, это не будет никакого там спровоцировано азартом или там озарением, инсайтом каким-то, да. Нет, тут мужчина же, говорю, холодный разум, рассудок. Но, в принципе, он как личность, этот человек, мужчина, он скорее сфокусирован на себе. Этот человек где-то, может быть, в принципе, знаете, как будто бы, может, ему и не так много нужно для того, чтобы быть в его понимании счастливым. Объясню. Тут тоже по этой карте сидит голопопый товарищ и смотрит, ну, как индеец какой-то он изображен, да, и смотрит какое-то яйцо. Яйцо то ли динозаврика, как, то ли страуса какого-то. И сидит, смотрит, улыбается, пока отсюда с этого яйца кто-то вылупится, ну, вылезет какое-то существо. Смысл этой карты. Тут нет рядом ни на заднем плане, ни на каком-то фоне
в заднем не считывается наличие там либо любимой женщины, либо там деток. Я не говорю, что он плохой семьянин. Я не говорю, что там он единоличник. Хотя по факту оно так подразумевается, что скорее мужчина для мужчины в приоритете его какие-то планы, его какие-то там, может даже мужские, какие-то мужское времяпровождение, какие-то там охота, рыбалка, карьера в первую очередь. Вот тут как-то такое вот. Вот что-то такое, как будто бы фокус на себя любимого. При этом ну, не романтичный, не пылкий. Может быть, когда-то и был пылким любовником, но сейчас это какой-то замороженный товарищ. Ладно, ну, интеллект никто не отменял. Тут история почему-то вот такая как-то показана. Вполне возможно, раньше этот мужчина, раньше, он мог себя действительно по-другому как-то себя вести. А сейчас, то ли в силу уже накопленный какой-то у него, может, опыт, в том числе негативной девочки, в том числе, ну, у кого-то тут могут даже, знаете, вот какие-то как физические, может быть, человек, может, как, ну, не знаю, не хочу, язык у меня не поворачивается, да, как будто бы у человека могли быть какие-то потрясения в жизни, болезненные, да, там у кого-то утраты, у кого-то какое-то эмоциональное потрясение, может, потеря кого-то, чего-то, у кого-то это близкие люди, у кого-то это бизнес, у кого-то это, в принципе, какая-то нестабильная, скажем так, обстановка в мире. И это наложилось вот как на его психическое состояние. Вот мне почему-то так хочется сказать. Тут какое-то подсознание у человека, как будто бы человек, ну тут, конечно, упаси Господи, кто это, конечно, какие-то диагнозы тут раздавать, выдавать. Но тут у человека могут быть и какие-то панические атаки, и какие-то страхи, переживания. И это все... Угу. Интересная карта. Так, это уже... А тут, знаете, как будто бы... Вот это весь расклад, он подразумевает, конечно, что в вашем окружении этот человек есть. Да, и по идее, как будто бы между строк, как будто бы... Ну, не особо, как будто бы для вас общение с этим человеком является каким-то позитивным, продуктивным или жизнеутверждающим, да. Тут почему-то мне показана лилия карты, ваши иллюзии по поводу этого человека. Такое ощущение, как будто бы у вас о нем двойственное какое-то впечатление. Но этот человек, мне кажется, очень боится на самом деле, что вы где-то как прозреете, посмотрите на него другими глазами, иными глазами. Тут вот такое вот. Как будто бы карта, смотрите, иллюзия, карта лилия — это женская карта, в вашем случае, мне кажется, это ваша. И карта сова, мудрость. Как будто бы человеку очень важно у вас поддерживать какие-то иллюзии. Может, иллюзии, знаете, как выученная беспомощность. Может быть, до встречи с этим человеком вы жили и как-то и были реализованы, и все у вас хорошо, и на все денег хватало, ну, относительно, да, и строили планы какие-то. Вполне возможно, вот я как пример привожу, потом вошли с ним в союз или как-то начали с ним, ну, как-то вот коммуницировать, пытаться выстроить отношения. Если еще вы там замужем, долгие отношения, то вполне возможно, как-то человек, тут контроль, смотрите, вполне возможно, этот мужчина изначально мог вам давать гиперопеку, а потом включился вот этот гиперконтроль. Я это не из ниоткуда беру, тут карта. Контроль в данном случае, как видите, мужская рука, вот из зарешетчатое окошечко, и там какой-то маленький человечек. Маленький человечек — это какая-то женщина, которая как будто бы, может быть, вот этот человек пытается контролировать, пытается
может быть, даже прикрываясь какой-то заботой, так называемой. Просто нужно в сторону отбросить для самой себя, разобраться. А действительно ли это забота? Это скорее похоже, может быть, на, правда, ежесекундный какой-то контроль, да, может быть, секундное какое-то желание человека манипулировать, обладать вами, власть над вами иметь. Почему-то этого человека, у него на подсознании есть идея того, что вы можете улететь как бабочка, то ли из этих отношений, то ли от него, в принципе, да, вот тут как-то освободиться, как время может пройти, а женщина вот от этих иллюзий каких-то, может быть, сознательно человек погружает в эти иллюзии, говорю, вызывает сознательно у вас ощущение вот этой беспомощности, но это называется, ну, как это искусственная, эта беспомощность. Она не настоящая. Вы на самом деле самодостаточный, может, человек, и всего можете достичь сами, и можете себя комфортно чувствовать, и без него с голоду не пропадете точно, не замерзнете. Если в крайнем случае какая-то ситуация такая будет нестандартная, у вас, может быть, есть люди, к которым вы можете обратиться. Опять-таки, другое дело, что человек мог систематически прикладывать усилия даже вот по этим картам, дабы вас, может быть, лишний раз оградить. У кого-то этот человек мог сказать в свое время: уходи с работы, да, зачем, моей зарплаты хватит, там, зачем тебе там пахать, да, с утра до вечера. У кого-то там мог перессориться с подругами, с родственниками, дабы опять-таки оградить вас, чтобы у вас не было в нужный момент поддержки. Так очень часто делают манипуляторы, абьюзеры. Не буду тут на него навешивать, но я просто как пример привожу. Опять-таки, я вижу вот эти карты, которые говорят о том, что он высоко вас оценивает, карта Лилия. Женщина, которая на самом деле это рост развития, Лилия это чистота, чистота помыслов, где-то наивность, да, но в то же время Лилия это всегда рост. И на самом деле я всегда считаю, Лилия внутри это стержень, женщина сильная, если она что-то захочет, она этого добьется. Так вот, этот товарищ очень боится того, что вы тут помудреете, как прозреете в один момент. Карта огонь, у вас будет энергия, у вас появится энергия противостоять, опять-таки, может быть, каким-то манипуляциям. Карта книга, вы где-то почерпнете эту информацию, может быть, она поступит, эта информация, вы ее преобразуете и можете ему выдать, да, и ему бумеранг прилетит. И как будто очень боится человек вот этого бумеранга. Где-то вот у него на подсознании это сидит, то, что вы улетите, то, что бумеранги ему прилетят. О, интересно. Так, какой еще человек? Человек, ну, тут ваша карта идет. Ну, вы для него желанны, интересны, привлекательны. Он, по вашей сигнификации, вот это выходила карта, да? Муза. Женщина, которая интересна для многих мужчин. Она прям как лакомый кусочек. По карте компас, так, и звезда. Ну, скорее всего, человек подобрал к вам ключики, может быть, знает, на какие, знаете, ну, тут рычаги нажимать, скажем так, для того, чтобы управлять вами. А при этом, девочки, где-то он вас видит, мне так идет, это ваша карта, карта звезда. Где-то даже как бы он себя там не транслировал, этот человек. А ну, сейчас я его специально уточню. Звезда, это вы. Звезда, это он. Смотрите, как интересно. Я специально спросила, звезда, потому что думаю, мне так идет, как будто бы это вы. Вот сейчас я объясню. Я специально уточнила. Звезда это вы, звезда это он. Он не звезда, это человек, который носит маски, которому в один момент он может так себя вести, в другой момент по-другому, но он, это не он звезда, это вы звезда. Но тут карта замок еще говорит о том, что этот человек всячески хотел бы на вашем фоне, ну, может быть, выглядеть более значимым. Если, допустим, вы в компании, он будет, может быть, открыто, или, может быть, даже не открыто как-то, может быть, как-то это будет закамуфлировано, да, стараться перетянуть одеяло на себя, показать свою, в общем, значимость, где-то самоутвердиться даже, мне кажется, не в открытую, но самоутвердиться за ваш счет. Хотя он вас воспринимает по карте звезда
привлекательная, с интеллектом все в порядке, яркая очень по карте звезда. Тут эта карта яркость, тут эта звезда. Может быть, женщина, у которой свое призвание, своя миссия, свое видение мира. Тут, скорее всего, женщина уже как будто бы, но она знает, чего бы она хотела. Даже если четко не знаете, все равно такое от вас какое-то идет ощущение, что женщина все равно найдет свое место под солнцем. Ну, звезда очень яркая на фоне других. И у человека ясность. Тут карта ясность. Вот четко он понимает, что рядом с вами нужно то ли быть действительно таким очень сильным, умным, рассудительным, соответственно же и давать какую-то опору на себя. Не просто это понты должны быть какие-то, а он действительно должен, быть значимым. Карта ясность. А тут у него ясность какая? То, что карта якорь, он где-то может быть как, прям в смысле, как на дно вас тянет. И причем карта гроб. Якорь не в том плане, что это стабильность какая-то такая, да, знаете, человек вас от чего-то ограждает, заботится. А тут заботы не вышло, тут ясно и контроль. Ясно то, что нужно вас контролировать, дабы вы не улетели, дабы вы не прозрели, дабы вы для себя не осознали, что ваше желание это ваше желание, а его желание это абсолютно другое что-то. Тут контроль человеку включается, контроль, что он говорит, мудрость, опять карта выходит, что женщина не глупая, явно не глупая, по звезде это первое, я всегда считаю, сигнификация это интеллект, талант, наличие этих талантов, способностей. Карта мудрость, ему так страшно, что вы тут, может быть, даже с кем-то познакомитесь. Это даже не в плане мужчины там нового. Тут я не буду говорить, что тут ревность, хотя у кого-то может и ревность. Тут в плане общения с кем-то вы захотите как будто перейти на новый уровень. Может быть, к чему-то новому вы потянетесь в плане развития, в плане опять раскрытия своих каких-то дорог, своего потенциала. Мудрость, и тут карта развилка, что вы скажете, а я не обязана вот в этот сценарий проживать, я никому ничего не должна, я никому ничего не обязана, я хочу быть счастливой. Карта развилка, где, может быть, вы топчетесь на этой развилке, а потом в один момент вы просто поймете, что у вас не одна с ним дорога, ваши пути расходятся, да, вы пошли другой дорогой. Вот этого человек боится, тут капец, как он боится этого. И тут, девочки, я бы хотела, конечно, прочесть, да, потому что, говорю, у всего есть обратная сторона. Я хотела бы прочитать, что это человек, который дает вам стабильность, защиту, там где-то оберегает вас от каких-то, может, детских необдуманных поступков. Но тут чуть-чуть другой подтекст. Тут карта гроб, тут карта, знаете, человек понимает, что где-то он реально вас тормозит, где-то реально не дотягивает, не дает вам... знаете, даже он сам понимает, что он вам не дает, где-то может как дышать даже полной грудью. Тут даже гроб и желания, скорее всего, у вас какие-то желания, они иные. Может быть, человек даже не хотел бы, чтобы у вас дошло, что у вас разные с ним какие-то желания, видение мира разное. Может, ваши желания противоречат его даже желаниям. Тут даже и такое может быть. Вообще, как будто бы вот ему ясно, это четко и понятно, что будто бы, вы как из разных миров, и у вас иные какие-то запросы, и может видение взаимоотношений мужчины и женщины другое, иное. Уж точно он понимает, что вы не получаете от него желаемого, не получаете то, на что претендуете и к чему стремитесь. Вот уж не хочу тут, да, знаете, такие вот пафосные какие-то бросать эти фразы, типа вы птица совсем другого полета, да, какого-то полета непонятного, да, что вы как будто бы он. Но тут четко я вижу, что человек как будто бы все понимает, что где-то он действительно как якорь, где-то он за счет вот этого вот желания вас контролировать, он тупо как эти крылья ваши вот, как или вырывает он их, или как бы даже где-то желание обесценить вас, где-то так вашу планочку занизить,
даже самооценочку вашу, хотя изначально он на вот эту яркость, на красоту, на интеллект, он на все это, ну, как можно сказать, он на все это сразу среагировал. Ну, как-то так. А сейчас, может быть, ему даже хотелось бы, чтобы вы были менее какой-то привлекательной, менее яркой. Да, на этих словах мой кот пришел, сказал мяу, согласен. Ну уж точно ему не хотелось бы, чтобы вы тут свое какое-то мнение имели, карта мудрость, или посмотрели на, ну, на взаимоотношения ваши с ним как-то по-иному, по-другому. Ему выгодно, дабы все было так, как есть. Вот, вот как-то так. Контроль. Контроль. А мне интересно, давайте я спрошу, этот контроль, для чего ему в отношениях с вами? Для чего ему этот контроль? Карта гроб еще раз вышла. Что? Ну смотрите, как интересно. Карта гроб и карта медведь. Медведь карта читается дословно, это я не из воздуха беру. Медведь — это мужчина, который заботится о своей женщине. Тут немаловажно, тут я не хочу все сюда сводить к меркантильному какому-то аспекту, но эта карта так читается. Это человек, мужчина, который материально вкладывается в отношения с женщиной, простраивает их. Ну, понятно, там забота, внимание, но материалка тоже. Подарки, забота. Вы материально ощущаете, что мужчина в вас заинтересован, что он дорожит вами. Это так карта читает. Опять-таки повторюсь. Так вот, а тут контроль. Я спрашиваю, зачем контроль? Почему? Для того, чтобы вы даже лишний раз не претендовали на какое-то, не знаю, с его стороны внимание, заботу и материальное вложение. Карта гроб вот на это вот. Контроль. Буду контролировать твои помыслы, твое общение, может быть, с кем-то. Чего ты там хочешь? Такое какое-то. Да, типа, будь довольна тем, что у тебя есть. У тебя есть я. Капец. Я не знаю, кто это вышел. Ну, такой товарищ. Ну, наверное, как-то умеет мозги промывать, наверное, умеет как-то манипулировать. И причем мне так интересно, он же не взял себе там спутницы и не обратил внимания на какую-то серую мышку. Нет, изначально он на роскошную девушку, смотрите, красивую, яркую, по звезде это интеллект, это таланты. То есть тут такое сочетание, знаете, соответственно, такому бриллианту нужна огранка. А я вижу, что человек не готов, он готов контролировать, но заботиться и вкладывать материально особо не-не-не. Типа, у тебя есть я, что тебе нужно? Да. Так, давайте посмотрим, мне прям чудно. Какую роль этот человек играет в вашей жизни? Так, ага, сюда же вот эти вот желания, которые у вас разные. Человек боится, что вы свои желания, может, будете слишком громко озвучивать, да? А еще страшнее, что вы пойдете сами исполнять эти желания, куда-то отдельно упорхнете. Так, какую роль этот человек играет в вашей жизни? Опять-таки, это может сейчас выйти история, роль защитника, как бы там ни было. Сейчас посмотрим. Потому что не хочу так черное, белое. Почему-то вы с этим... Я прям, мужчина не хочет, чтобы я рассказывала ничего. Прям голос пропадает, да? Ларингит. Резко у меня тут проявления начались. Ладно, я к тому, что вполне возможно сейчас покажут картинку, что мужчина, ну, изначально вы же него там влюбились, не подвлюбились, заинтересовались им, ну, как-то же он к вам проявлялся. То есть, может, сейчас и хорошее что-то выйти, да? Итак, какую роль он играет в вашей жизни? Уже интересно, кармический узел завязан. Какая-то история, знаете, как мне идет. Может, в прошлых жизнях вы где-то пересекались и до конца не прошли эти уроки, и вас в этом воплощении свели, и теперь вы пытаетесь, может, выстроить отношения, как-то простроить их. Но такое у меня ощущение, как будто бы этот узел вы еще более завязали, более тугим сделали.
Ну, как-то мне так идет. Опять зависимость. Сейчас посмотрим. Человек, роль в вашей жизни он играет. Знаете, человек или от вас может зависеть, да, или показывать, или вас эту зависимость, знаете, поддерживает опять-таки вот это вот состояние у вас, там говорить, а ты без меня мало что добьешься, или ну, кто ты такая без меня, там, или посмотри на себя. Вот это беспомощность, которая, лжебеспомощность, которая на самом деле вы сможете, и то сможете, и то, и то, и то, но человеку удобно вас загонять, вот эти страхи, может быть, в ощущение собственной какой-то никчемности, да, выучена эта беспомощность. Вот, забываю все время. Так, сейчас, девочки, какую роль этот человек играет в вашей жизни? Изначально тут всадница воды. То ли вы в него подвлюбились, то ли правда как утопали в этих чувствах. Вполне возможно, по этим картам считали его там, вот он тот самый, моя половинка. Где-то вот как-то это показано. Ну, тут у кого-то карта род, общие даже детки могут быть, род, семья. Ну, карта смерть и зависимость. У кого-то вот даже тут как узел кармический вы должны развязать, каким образом они показывают. У кого-то это так проиграется, девочки. Вы должны от этой какой-то больной лжелюбви, это зависимость, так написано на карте. Мужчина идет и женщина за ним. Мужчина через пропасть на ходулях каких-то и женщина точно так же. Да включите свою голову, да, так хочется сказать по этой картинке. Это я не вам. Это по этой картинке так хочется сказать. Ну куда же ты? Ты же понимаешь, что он тут, куда он там бредет, пропасть, какие-то такие какие-то моменты, да. Зачем тебе вот так вот, сломя голову, рисковать своей жизнью? Это же его выбор, это не твой выбор. Зачем? Тут как будто одумайся где-то, вот тут тоже. И карта смерти, это вот видите, тут это смерть, фигура смерти, смерть с косой, да? И она как срубает все, разрезает это все, разрубает. И тут вот по этим картам можно прочитать, что роль этот человек какую играет. Изначально, если даже была любовь, утопали, чувства накрывали. Потом смысл этого кармического узла не завязать его, а разобраться. Если эта зависимость для вас губительна, разрушительна, токсична, то нужно это все разрубить. И тогда этот кармический узел разрубится. То есть не сломя голову за ним идти куда-то, не тупо подчиняться его каким-то навязанным правилам игры, не проживать его жизнь, да, о своей жизнью, своей головой думать. Тут так идет. Опять-таки, несмотря на то, что может быть общие детки, общая там, не знаю, семья, вам это решать. Это уж точно не мне решать. Ну, как будто бы карты так показывают. Карта знания, может быть, вот даже тирорасклады, там по психологии какие-то передачи смотрите, пометочка, зависимость, нездоровые отношения. В отношениях выбирайте себя, свой комфорт, свое благополучие, скажем так, моральное. Для чего страдать, да? Во имя чего? Дети вырастут, они спасибо не скажут вам. Но лучше двое счастливых родителей, чем, да, знаете, каждый сам по себе, когда проживает, но счастливый и спокойный, чем в связке, когда друг на друга уже бросаются, как собаки, да, уже это не отношения, это какое-то издевательство. Ладно, извините, отвлеклась, увлеклась, да, и тут Остапа понесло. Знание какое-то вы должны получить благодаря ему, благодаря сотрудничеству с ним. И тут смотрите, знание о чем? Карта дьявол, карта дьявол и карта освобождения. Где-то опять-таки, если отношения носят какой-то характер по дьяволу, токсичный, еще раз повторю, отношения, в которых вы страдаете, в которых, может, он тоже страдает, ну, это его выбор, а ваш выбор вы делаете. Карта как будто бы нужно освободиться от этих оков. Вот не надо меня сейчас делать сейчас такой, да, виноватой во всем. Я имею в виду женщина, которая призывает там уходи из семьи, разрушай семью. Упаси Господи, ваше дело, ваш выбор. Я ж не знаю ваших жизненных ситуаций. Опять повторюсь, у всего есть обратная сторона. Вы должны, карта знания, не зря тут,
все взвесить хорошо, проанализировать. Может быть, осознать, с чем вы готовы мириться, с чем не готовы, на что вы готовы даже где-то закрыть иногда глаза, на что нет, ни в коем случае, что для вас в приоритете. И сами сделать выбор, девочки. Карты просто показывают, какую роль играет этот человек в вашей жизни. Роль он играет, какую у вас кармический узел, который можно развязать, через которым по карте дьявол и карта освобождения вы можете от каких-то очень неблагоприятных сценариев просто освободиться, да, вот так скажем. Так. Ну, а эти сценарии вам, в принципе, какие перспективы? Вот тут карта наблюдения. Если ничего не делать, просто вот со стороны вот как наблюдать и быть в этом, проживать и находиться в этом. Если вы не освобождаетесь, если выбираете жить так, как живете. Тут карта депрессия, карта вот принц этот мужчина и карта хамелеон. Перспективы вы можете и дальше, где-то находясь в каком-то таком состоянии, по карте депрессии, это желание где-то вообще не то, что тут блистать, как изначально, тут вы как райская птица, да, смотрите, это же тоже ваша карта. Где тут она? Я хотела напомнить, какая вы. Вот, смотрите, карта, это вы, если вы забыли. Вот всегда вспоминаю песню Бутусова «Наутилус Помпилиус». Где твои крылья, которые так нравились мне? Вот вы звезда. То есть у вас потенциал сумасшедший, у вас тут яркость. Вы, в принципе, можете радоваться жизни без оглядки на кого-либо. Вы не обязаны ничьи сценарии отыгрывать, не обязаны, не знаю, соответствовать чьим-то ожиданиям, там, каким-то стандартам. Вы такая, какая вы есть, вы уже такая есть. Смотрите, какие вот перспективы, девочки, если можно так сказать. Человек какую роль играет в вашей жизни. Из вот такой вот цветущей, яркой вы можете периодически, не говорю все время, ну вот рядом с этим человеком, он чувствует себя по карте принц. Ну уж не знаю, вряд ли он, конечно, принц тут настоящий, но самомнение тут будет здорово. Он себя ставит на пьедестал. Человек по карте принц, даже если он не обладает какими-то материальными, там, уж не знаю, что там у него, сбережения, достижения какие-то, он о себе мнение, повторюсь еще, высокого, как в принципе к нему априори должны обращаться на вы шепотом. К себе этот человек не потерпит неуважения. А вы рядом с ним, смотрите, карта депрессии, где-то закрываетесь, где-то становитесь не такой яркой, где-то даже для того, чтобы его не раздражать, старайтесь приспосабливаться. По карте хамелеон, приспосабливаться к нему, где-то даже свои, может быть, какие-то потребности, какие-то желания, даже, знаете, где-то закрывать это, ну как закрывать? Даже не то, что закрывать, а забывать о них. Как о несущественных забывать, да? Где-то это ломать себя. Тут капец какой-то, я не знаю. Карта депрессия тоже. Состояние женщины, которая как в коконе таком закрылась и сама уже ничего не хочет. И уже энергии этой нет. И уже не знаю сама, в чем она виновата и почему она такая, да, тут может быть как замкнутый круг, энергии нет, а требования у этого мужчины, как будто бы подпитка же ему нужна, вот как будто бы вот, а где ты возьмешь, почему ты уже не такая яркая, почему ты не такая привлекательная, почему ты там не такая, и тут уже не знаешь, какой ты должна быть, а силы уже нет. Ой, девочки, ладно. В общем, делайте выводы. Даже не знаю, что вам сказать, мои хорошие. Не предавайте самих себя. Все, спасибо за то, что вы были со мной. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное. До новых встреч.